1798 года. По Средиземному морю движется большая французская армия вторжения. 55 тысяч человек находятся на борту более 300 транспортных судов, охраняемых 13 линейными кораблями. На самом мощном из них, 120-пушечном «Ориенте», генерал Наполеон Бонапарт. Прославленный герой итальянской кампании получил новый приказ от своего правительства. Ему поручено возглавить экспедицию на восток в Египет, самую богатую провинцию Османской империи. А для всех образованных европейцев – в древнюю страну тайн и чудес. После 6 лет войны в Европе Французская республика оказалась перед лицом последнего оставшегося врага – Великобритании. Завоевание Египта нанесет мощный удар по британцам, нарушив их торговлю в Восточном Средиземноморье и поставив под угрозу их связи с Индией и Востоком. Прибыльные торговые пути помогают финансировать британские военные расходы. Кроме того, революционная и цивилизаторская миссия Франции распространится на народ Египта, освободив его от суеверий и феодализма. Коррумпированное и алчное правительство Франции, директория, видит в этой кампании еще две выгоды. Возможность получить огромные богатства и убрать опасно популярного и амбициозного генерала Бонапарта подальше от Парижа, где заговоры и перевороты никогда не остаются без внимания. Наполеон в восторге от экспедиции, для продвижения и организации которой он сам приложил немало усилий. Это шанс завоевать новую славу и пройти по стопам своих кумиров Юлия Цезаря и Александра Македонского. Как и Александр, Наполеон даже вынашивает причудливые идеи о походе в Индию, чтобы напасть там на англичан. «Европа слишком мала», — говорил он своему секретарю Бурьенну. «Мы должны отправиться на восток. Именно там достигается величайшая слава». Но Средиземное море — это опасный путь для французов. В то время как армии республики одерживали великие победы на суше, Британия закрепила свой статус доминирующей военно-морской державы эпохи, одержав решающие победы над французскими союзниками, испанцами у мыса Сан-Висенте и голландцами у Кампердауна. Контр-адмирал Горацио Нельсон со своей эскадрой из 14 линейных кораблей бороздит Средиземное море. Нельсон знает, что большой французский флот только что покинул Тулон, но не знает его назначения, поскольку это держится в строжайшем секрете. Оставаясь незамеченной, французская экспедиция движется на юг вдоль итальянского побережья. 9 июня она прибывает к Мальте. Островом управляют рыцари святого Иоанна, религиозный военный орден, возникший еще во времена крестовых походов. Но французы решили, что он им нужен в качестве военно-морской базы и помехи для британцев. В 1565 году рыцари прославились тем, что в течение 3 месяцев противостояли огромной османской армии. Теперь, презираемые местными жителями и разобщенные между собой, рыцари сдаются Наполеону всего за 2 дня. За 6 дней пребывания на Мальте Наполеон реформирует архаичное правительство, создает школы, отменяет рабство, требует деньги и припасы. Затем он отплывает в Египет, оставляя генерала Вабуа и 5000-ный гарнизон удерживать остров. Но где британский флот? Еще в мае эскадра Нельсона была рассеяна штормами.
Теперь он перегруппировался, точно угадал место назначения Наполеона и мчится на перехват. Если ему удастся догнать французов, британская эскадра с ее сокрушительной артиллерией практически гарантирует уничтожение наполеоновского флота. Однако французам повезло. В ночь на 22-е эскадра Нельсона проходит в нескольких километрах от французского флота, но из-за сильного тумана и тьмы ни одна из сторон даже не подозревает о присутствии другой. Британская эскадра прибывает в Александрию, где не находит никаких следов французов. Раздосадованный Нельсон ждет 24 часа, прежде чем отправиться на север, чтобы продолжить поиски. Спустя несколько часов у берегов Александрии появляются первые корабли Наполеона. Наполеон, зная, что в этом районе находятся британские военные корабли, хочет высадиться как можно быстрее. 5000 французских солдат ночью высаживаются на берег, на следующее утро штурмуют Александрию и быстро берут верх над ее гарнизоном. Остальная часть французской армии благополучно высаживается на берег. Наполеон привел в Египет 38 тысяч солдат, в основном ветеранов итальянской армии. 5 пехотными дивизиями командуют генералы Бон, Дезе, Клебер, Мену и Ренье. Единственную кавалерийскую дивизию возглавляет выдающаяся личность Тома Александр Дюма. Он стал первым чернокожим генералом Франции. Родился на территории нынешнего Гаити в семье французского аристократа и порабощенной африканки. Он уже прославился своими действиями в Италии, где австрийцы прозвали его «черным дьяволом». Среди прибывших есть и более знакомые лица. Начальник штаба Наполеона – бессменный генерал Бертье. И командиры бригад – генералы Мюрат, Лан и Мармон. Армию также сопровождают 167 ученых, исследователей, художников, разных экспертов и даже воздухоплавателей. Все вместе они известны как «Комиссия наук и искусств» и прибыли, чтобы изучить исторические и природные чудеса Египта. Но и для них, и для Наполеона Александрия становится горьким разочарованием. Сказочный город античности, основанный самим Александром за века землетрясений и запустения, превратился в ветхий городок с 6000 жителей. Номинально Египет находится под властью Османской империи. В действительности же власть принадлежит местным мамлюкским военачальникам, в частности двум – Мурат бею и Ибрагим бею. Мамлюки изначально были солдатами-рабами, которые когда-то служили арабскому халифату. Превосходные наездники и бесстрашные воины, они теперь правят Египтом железной рукой, экспроприируя его богатство и оставляя крестьян в нищете. Для большинства египтян они презираемые иностранные владыки, и Наполеон надеется использовать эту ситуацию в своих интересах с помощью искусной пропаганды. Обращаясь к народу Египта, он провозглашает: «Я пришел, чтобы восстановить ваши права и наказать узурпаторов. Я почитаю Аллаха, его пророка и Коран». Тем временем Мурат и Ибрагим созывают мамлюкских военачальников в мечеть Аль-Асхар в Каире. Здесь они договариваются собрать армию, чтобы разгромить захватчиков. Наполеон считает, что лучший вариант – нанести быстрый удар. Менее чем через сутки после того, как его войска высадились, он начинает наступление на Каир. Но он ошибается в оценке жаркого климата и пустынного, пронизываемого ветрами ландшафта. Он заставляет солдат идти вперед, несмотря на то, что у них закончилась вода и их мучает жажда. Несколько сотен человек погибают. Некоторые люди кончают жизнь самоубийством, чтобы избежать страданий.
Бедуинские всадники обступают французов как стервятники. Тех, кто попадает к ним в руки, грабят, пытают и убивают. Даже такие старые товарищи, как Лан и Мюрат, начинают горячо обсуждать решение Наполеона. Армии требуется 4 дня, чтобы преодолеть 72 километра до Даманхура, где, к счастью, они могут отдохнуть, попить и добыть еду. Однако очень быстро приходит известие, что с юго-востока приближаются крупные силы мамлюков под командованием Мурат-бея. Французы выдвигаются навстречу им у Шубрахита на берегу Нила. Когда 4000 мамлюкских всадников появляются в поле зрения, французы восхищаются их яркими нарядами, украшенными золотом и драгоценностями, и их многочисленным, богато украшенным оружием, включая пистолеты, мечи, кинжалы и копья. Мурат хвастается, что будет рубить головы французам, как режут арбузы. Но при всей своей браваде и помпезности мамлюки не обладают ни дисциплиной, ни тактикой, чтобы противостоять обученной современной армии. Когда Наполеон выстраивает свои войска в огромные каре, мамлюкская кавалерия может лишь бессильно кружить вокруг, не в силах прорваться сквозь стены французских штыков. Многие падают с седел. Через 2 часа мамлюки прекращают атаку и отступают. Они понесли около 1000 потерь. Французы не потеряли почти ни одного человека. Эта победа – долгожданный подъем боевого духа для наполеоновских солдат после тягот пустыни. Мамлюки отступают в Эмбабу, небольшой город на берегу Нила, через реку от Каира. Здесь, в 15 километрах к северу от знаменитых египетских пирамид, они встретят захватчика во всеоружии. В знойный полдень 21 июля войска Наполеона подходят к Эмбабе. У него 25 000 человек, разбитых на 5 гигантских каре, с конницей и припасами в центре и артиллерией по углам. Мурат с характерной для него смелостью переправился на западный берег Нила, оставив Ибрагима позади. Их войска насчитывали много тысяч человек, но источники расходятся во мнениях относительно их численности. Элитная мамлюкская конница, 6000 человек, расположилась между небольшой деревней Биктил и хорошо укрепленным городом Эмбаба, гарнизон которого состоит из османской пехоты и крестьянского ополчения. План Наполеона прост – прорваться через центр противника и разгромить их правый фланг у самой реки. В 15:30 дивизии Дезе и Ренье начинают наступление. По мере продвижения по пересеченной местности их строй становится беспорядочным. Мурат видит свой шанс и пускает в ход свою кавалерию. Мамлюки молниеносно устремляются вперед. Дезе и Ренье вовремя реагируют и смыкают ряды. Французы до последнего момента не открывают огонь, а затем дают сокрушительный залп. Лошади и всадники падают. Оставшиеся в живых не в состоянии справиться с врагом, который продолжает поливать их смертоносным огнем. Мамлюки отступают, чтобы перегруппироваться, но новые атаки приводят к тому же результату. Многие мамлюки просто сдаются и бегут с поля боя. Наполеон приказывает дивизиям Бона и Виаля двигаться вперед. И снова мамлюкская кавалерия атакует.
Волна всадников вновь разбивается о французские мушкеты и штыки. Разбив вражескую кавалерию, люди Бона и Виаля врываются в Эмбабу. Там начинается резня. Люди, оставшиеся в живых, бегут в Нил, где тонут сотнями. Мурад-бей бежит с остатками своей конницы в Гизу, откуда отступает на юг Египта. Ибрагим-бей наблюдает за происходящим за рекой, а затем вместе со своими людьми возвращается в Каир. Это сокрушительная победа, одержанная всего за 2 часа. Мамлюки потеряли более 5000 человек, включая значительную часть элитной кавалерии и командования. Французские потери составили менее 300 человек, в основном раненые. Наполеон со свойственным ему чутьем на сенсации решает, что эта великая победа будет известна как «Битва у пирамид», расположенных совсем рядом на юге. 24 июля Наполеон вступает в Каир. Часть города брошена и превращена в пепелище после того, как мамлюки подожгли его во время своего стремительного отступления. Наполеон замечает: трудно найти более богатую землю и более жалкий, невежественный и жестокий народ. Тем не менее, Каир – сердце Египта. Город с населением 600 000 человек, и он находится в руках французов. Поскольку мамлюки разбежались, мечта Наполеона о восточных завоеваниях, кажется, вот-вот осуществится. Но всего через 8 дней эта мечта разбивается вдребезги. На море Нельсон и британская средиземноморская эскадра не прекращали охоту за французским флотом. Наконец, днем 1 августа Нельсон обнаруживает французов, укрывшихся в бухте Абукир. Имея 14 линейных кораблей против 13, он решает атаковать вечером того же дня. Британцы одерживают полную и ошеломляющую победу. Гигантский французский флагман «Ориент» был уничтожен в результате мощного взрыва. К моменту окончания сражения британцы уничтожили или захватили 11 французских кораблей и взяли более 3000 пленных. Без флота Наполеон застрял в Египте. Более того, большая часть денег его армии отправилась на дно вместе с Ориентом. Но Наполеон не отчаивается. Кризис придает ему новые силы. У него всего 2 выхода. Либо он и его армия обеспечат себя в этой чужой стране, либо погибнут. Пока генерал Дезе отправляется на юг в погоню за Мурад-беем, Наполеон приступает к реформам в системе управления Египтом. Прежняя феодальная система упраздняется. Создаются почтовая служба и больницы, вводится новая налоговая система. Наполеон основывает Институт Египта для проведения научных и исследовательских работ. Он проявляет большой интерес и уважение к исламу, финансируя строительство мечетей и поощряя соблюдение религиозных праздников. Позднее появляются слухи о том, что Наполеон принял ислам, но это всего лишь уловка, направленная на завоевание расположения местных жителей. Наполеон также тяжело переживает известие о том, что его жена Жозефина возобновила роман с бывшим любовником. Как ему сообщили, это широко известно в парижском обществе. Он утешает себя собственными интрижками, в том числе с женой офицера.
то же время попытки французов привлечь на свою сторону местное население терпят неудачу. Большинство египтян видят в них только иностранных захватчиков и неверных. Ситуация уже достигла точки кипения. В дельте Нила вспыхивают мелкие восстания, которые жестоко подавляются французами. Затем в сентябре из Константинополя султан Селим III объявляет священную войну против французов. Ситуация в Египте вот-вот взорвется. Каир. 21 октября 1798 года. Генерал Дюпюи, военный губернатор Каира, прибыл на место, чтобы разогнать беспорядки. Он застает местных жителей за возведением баррикад, на него нападают и убивают. Вскоре весь город поднимается на борьбу. Французы дают безжалостный отпор и подавляют восстание. Погибают около 300 французских солдат и несколько тысяч египтян. Наполеон демонстративно помиловал зачинщиков и спокойно сообщает Бертье, что каждый бунтовщик, пойманный с оружием, будет обезглавлен и брошен в Нил. Французы кровью восстановили контроль над Каиром. Но стало ясно, что Наполеону никогда не завоевать сердца и умы египтян. Следующие несколько месяцев французы проводят в Каире. Сообщение с Францией ограничено. Многие тоскуют по дому, а запасы снаряжения, боеприпасов и вина сокращаются. Кроме того, вспыхивает бубонная чума, которая бьет по армии и еще больше истощает ее. Единственное сражение происходит на юге, где колонна генерала Дизе, состоящая из 2800 человек, преследует Мурад-бея в глубине Верхнего Египта. В этой эпической погоне отличается один офицер. 28-летний бригадный генерал кавалерии Луи Николя Даву. 22 января 1799 года он и Дезе наносят серьезное поражение Мурад-бею, разбивая остатки его сил. Сам Мурад бежит и остается на свободе. Но подобные военные победы мало что меняют в перспективах экспедиции Наполеона. Они остаются в 2600 километрах от Франции, без надежды на подкрепление или возвращение домой. Наполеон надеется на дипломатическое решение. Министр иностранных дел Франции, талантливый, красноречивый и хитрый Шарль Морис де Толейран, был одним из главных сторонников египетской экспедиции. Он заверил Наполеона, что лично отправится в Константинополь, чтобы наладить отношения с султаном и завоевать Египет для Франции. Но Толейран так и не покинул Париж. Султан по-прежнему в ярости из-за нападения Франции на его египетские владения. Никаких переговоров и компромиссов. Во все уголки Османской империи разосланы приказы о сборе войск, чтобы изгнать французских захватчиков. Положение Наполеона выглядит как никогда отчаянным. Его войска отрезаны, охвачены болезнями посреди враждебного населения. Поэтому он поступит, как его кумир Александр. Пойдет в атаку. Февраль 1799 года. Французский генерал Наполеон Бонапарт завоевал Египет. Но удержанию контроля над страной мешают восстания, а англичане уничтожили флот, отрезав его от подкреплений. Султан поклялся разгромить иностранного захватчика
и две большие османские армии собираются, чтобы вернуть Египет. Но Наполеон не будет спокойно сидеть и ждать их. Он решил нанести удар первым, пока его враги еще не готовы. Силы, сосредоточенные в Сирии и насчитывающие, по слухам, 50 тысяч человек, представляют наибольшую угрозу, поэтому именно они станут его первой целью. 10 февраля Наполеон отправляется с войском численностью всего 13 тысяч человек через Синайскую пустыню в Святую Землю. Это все, что он может выделить, поскольку для удержания Египта требуется очень много солдат. Тем не менее, это чрезвычайно энергичная, опытная и хорошо подготовленная армия, состоящая из 4 пехотных дивизий и кавалерийской бригады под командованием Мюрата. Для Наполеона важны скорость и внезапность, но очень быстро все начинает идти наперекосяк. Французы снова оказались не готовы к суровым условиям и жаре пустыни. Воды не хватает. Продовольствие на исходе. В Эль-Арише они неожиданно обнаруживают, что в городе находится гарнизон численностью 3000 османских солдат. Осада задерживает Наполеона на 11 дней и приводит к потерям в 400 человек, которые он едва ли может себе позволить. Капитуляция гарнизона достигается лишь на щедрых условиях. Его разоружают, но разрешают уйти после того, как солдаты дадут клятву не поднимать оружие против французов в течение года. Французская армия продолжает продвигаться в Палестину. Ее плодородные равнины и фруктовые деревья приносят облегчение после пустыни. 24 февраля французы занимают Газу, где с радостью обнаруживают большие запасы продовольствия и боеприпасов, оставленные османами. Следующая цель Наполеона – портовый город Яффа, удерживаемый 5000 османских солдат. Пушки бьют по каменным стенам, пока, наконец, не удается пробить брешь. Но когда Наполеон посылает гонца с предложением сдаться, чтобы избавить обе стороны от ужасов штурма, османы отрубают ему голову и выставляют ее на стенах города. Разъяренные французские солдаты штурмуют брешь и одолевают защитников. Затем они врываются в город и начинают убивать. Это продолжается 24 часа. «Зрелище было ужасным», – писал один из французских очевидцев. Звуки выстрелов, крики женщин и стариков, груды тел, запах крови, крики победителей, ссорящихся из-за добычи. Кровавая бойня идет без разбора. Убивают женщин и детей, а также 2000 османских солдат. На следующий день порядок постепенно восстанавливается, но впереди ждут новые страдания. После разгрома Яффы Наполеон получает в свое распоряжение 3000 османских пленников, которым обещана жизнь. Но поскольку его войска и запасы провизии и без того невелики, он не желает выделять солдат для конвоирования пленных и отдавать остатки еды. Некоторые из них из гарнизона Эль-Ариша, и они нарушили свою клятву не брать в руки оружие против французов. А еще эти люди обезглавили его гонца. Посовещавшись со своими офицерами, Наполеон отдает приказ казнить пленных. В течение 3 дней французы партиями выводят пленных на пляж и расправляются с ними.
Некоторых расстреливают, некоторых просто сбрасывают в море. А на третий день французские войска получают приказ использовать штыки, чтобы сэкономить боеприпасы. Это зверство Наполеон будет оправдывать до конца своих дней. «У меня не было выбора», — настаивал он много лет спустя. Но массовые убийства служат источником наглядной пропаганды для его врагов. А если целью было напугать противников, то, похоже, это лишь подтолкнуло их к более ожесточенной борьбе. Словно по божественному приговору, в течение нескольких дней сотни французских солдат заболевают бубонной чумой. Наполеон проявляет немалую храбрость, навещая больных в госпитале. Поступок, который позже прославила его собственная пропагандистская машина. Теперь Наполеон направляется к своей главной цели – Акре. Древний портовый город, прославившийся своей ролью в крестовых походах, теперь является резиденцией местного османского губернатора. Это Ахмед Паша Аль-Джазар, известный как «Мясник». Вот уже 25 лет он правит Сирией железным кулаком и печально известен своими изобретательными пытками и казнями. Он проигнорировал предложение Наполеона сдаться. Более того, Наполеон не знает, что к городу подошли 2 британских корабля. Наполеон прибывает к горе Кармель в 20 километрах к югу от Акры точно в срок, чтобы увидеть, как британцы захватывают прибрежный конвой, перевозивший жизненно важные осадные орудия. Их потеря наносит серьезный удар по его надеждам на быструю осаду. — 18 марта французы прибывают к стенам Акры и начинают окапываться. Без осадных орудий взятие города становится серьезной проблемой. Акра оснащена 250 орудиями, с тыла окружена морем, а с суши – стенами толщиной более 2 метров. Британцы контролируют море, обеспечивая беспрепятственное снабжение. Кроме того, они высаживают морскую пехоту вместе с корабельными орудиями и даже разворачивают часть французских трофейных пушек против их прежних хозяев. Британский командующий, коммодор Сидней Смит, энергичен и полон идей. А французский эмигрант Антуан де Филиппо, бывший одноклассник Наполеона, дает советы по осаде. Через 10 дней после прибытия французы начинают обстрел. Пушки Наполеона пробивают небольшую брешь в стенах, но затем их настигает встречный огонь. 40 артиллеристов погибают, а все орудия, кроме 3, выходят из строя. Наполеон пускает в ход пехоту с лестницами. Скрытый ров срывает их штурм, а защитники стреляют из мушкетов и сбрасывают камни. Французы поспешно отступают в беспорядке. Всех, кто был оставлен, скорее всего, обезглавят. Мясник предложил награду за каждую голову француза, которую ему принесут. Затем французы отбивают вылазку османских войск, неся большие потери. Осада Акры заходит в тупик. Наполеон будет ждать прибытия более тяжелых орудий из Александрии, прежде чем рискнет предпринять новый штурм. Но тут приходит тревожное известие, рушащее этот план. Османская армия, собравшаяся на севере, 40 тысяч человек, приходит в движение. Наполеон может выделить всего 4000 солдат, чтобы противостоять ей.
Шансы кажутся безумными, но он верит в выучку своей армии, а особенно в качество своих офицеров. Не зная точного направления противника, он делит силы. 8 апреля при Назарете Жуно обнаруживает и разбивает вражескую кавалерию, в 10 раз превосходящую его по численности. 3 дня спустя Калибер наносит поражение 5000 Уканы, а Мюрат застает врасплох еще одну армию к северу от Галилейского озера. 15 числа генерал Калибер получает сообщение, что основные силы противника повернули на юг и расположились лагерем у горы Геват-Аморе в 13 километрах от горы Табор. Стремясь к славе, Калибер отправляется туда со своей дивизией, намереваясь застать врага врасплох на рассвете. Но он просчитался с маршем. Когда взошло солнце, он оказался на открытой местности, его 1500 человек против 35 тысяч. Дивизия Калибера формирует каре и под палящим солнцем сдерживает врага в течение 10 часов. Но боеприпасы на исходе. Им отчаянно требуется подкрепление. Наполеон тем временем мчится им на помощь с 2500 солдат. Он прибывает как раз вовремя, атакует османскую армию с тыла, заставая ее врасплох. Большая часть их сил — крестьянское ополчение. В панике они разбегаются во все стороны. Калибер присоединяется к атаке. Османская армия разгромлена. Ценой меньше 300 человек Наполеон уничтожил вражескую армию и обеспечил контроль над Палестиной. Теперь падение Акры, казалось, было неизбежно. Но в Акре ситуация для французов ухудшается. Не контролируя море, они ничего не могут сделать, чтобы предотвратить поступление в город подкреплений и припасов. В то время как их собственные запасы боеприпасов настолько малы, что людей отправляют на поиски отработанных пушечных ядер, чтобы обстрелять город. Что особенно тревожно, во французском лагере вспыхивает чума, и каждый день появляется около 20 новых случаев заболевания. И вдруг шанс положить конец осаде. 24 апреля французы взрывают мину под одной из башен Акры, нанося ей серьезные повреждения. Наполеон отдает приказ о немедленном штурме. Сотни гренадеров устремляются вперед, но снова попадают под проливной огонь и вынуждены отступить. Наполеону нужно очень поторопиться. Наверняка пройдет совсем немного времени, прежде чем османская армия, собранная на Родосе, начнет наступление. И он опасается, что придется вновь пересекать Синайскую пустыню в разгар лета, когда жара будет смертельной. Наконец, 7 мая прибывает осадная артиллерия. Не упуская времени, французы открывают огонь на следующее утро. В результате обстрела обрушиваются значительные участки стен города. Французские войска атакуют в нескольких местах. Некоторым удается с боем прорваться в город. Но контратаки британской морской пехоты и турецких войск отбрасывают их назад. Генерал Ланн получает ранение в шею и вынужден отступить в безопасное место, едва избежав смерти. 10 мая Наполеон вызывает гренадеров Калибера для последней попытки взять город. «Никто не мог сравниться с Калибером в день битвы», замечает Наполеон,
когда генерал с непоколебимым мужеством ведет свою дивизию вперед. Генерал Бон приходит со своими войсками на подмогу. В бою он получает смертельное ранение. Хотя французы проявили героизм и мужество, огневая мощь, свирепость и мастерство их противника оказались непреодолимыми. Наполеон, наблюдающий за атакой с передовой батареи, валится с ног в результате близкого попадания. Наконец он признает, что его люди сделали все, что от них требовалось. Попытка взять Акру провалилась. Акра – первое крупное военное поражение Наполеона. Четырехмесячная кампания стоила ему 4500 человек убитыми и ранеными, более трети личного состава его армии. Тем не менее, Наполеону удалось достичь своей главной цели – нейтрализовать угрозу со стороны Сирии. 20 мая его армия начинает 500-километровый марш обратно в Египет. По пути в Яффе Наполеон приказывает избавить от страданий около 50 своих солдат, пораженных чумой и неспособных идти в поход, передозировкой лауданума. Это убийство из милосердия. От рук врага жертвы пострадали бы еще сильнее, но решение все равно вызывает споры. Французские войска опять оказываются в пустыне. Жара стоит нестерпимая, вода в дефиците. Моральный дух находится на дне. Наконец, после 25 дней марша, 14 июня, армия достигает Каира. Их возвращение отмечено триумфальными парадами и празднествами по всему городу, организованными Наполеоном. Он хочет, чтобы его кампания была признана ошеломляющим успехом как в Каире, так и во Франции. У солдат есть всего несколько недель на отдых. 15 июля приходит известие, что в Абу-Кире началось ожидаемое османское вторжение. Терять время нельзя. Наполеон должен немедленно ударить по врагу, пока тот не прорвался к дельте Нила. С большей частью каирского гарнизона, кавалерии Мюрата и дивизии Клебера, всего 10 тысяч человек, он мчится к Абу-Киру. Опытный османский полководец Саид Мустафа Паша с 9000 человек, расположившись в две оборонительные линии, защищает крепость Абу-Кир. Его план состоит в том, чтобы заставить французов атаковать его мощную оборону. Наполеон приходит в восторг, узнав об этом. Врагу некуда бежать. На рассвете 25 июля он отдает приказ о начале наступления. Первая оборонительная линия Османской империи еще не была завершена, и ее преодолевают за считанные минуты. Французская кавалерия проносится вперед и отрезает османский правый фланг. Оказавшись прижатыми к морю, солдаты в панике бегут в воду, надеясь добраться до кораблей, стоящих в море. Тысячи людей погибают. С дивизией Д'Эстена на левом фланге, Ланном в центре и кавалерией Мюрата на правом фланге французы наступают на вторую линию османских войск.
Укрепленная несколькими редутами, линия выдерживает первый штурм. Но когда французы отходят, нетерпеливые турецкие солдаты покидают свои укрепления и преследуют их. Мюрат пользуется моментом и бросается вперед со своей кавалерией. Вторая линия захвачена. Мюрат пробивается к османскому лагерю и, несмотря на огнестрельное ранение в лицо, берет Мустафу Пашу в плен ударом меча. К часу дня турецкая армия перестает существовать. Осталось всего 5000 выживших, запертых в крепости. Они сдаются через 8 дней. 2 августа, через год после уничтожения Наполеоновского флота. Битва при Абукире – великая победа Наполеона, во многом восстановившая его репутацию после поражения при Акре. Но теперь до него доходят новости о событиях в Европе, и для Франции эти новости не очень хорошие. Против Франции образовалась новая, вторая коалиция, возглавляемая Британией, Россией и Австрией. Их армии выиграли ряд сражений против французов, обратив вспять почти все завоевания Наполеона в Италии, и теперь угрожают республике вторжением. Сейчас не время лучшему генералу Франции находиться вдали от дома, не имея возможности повлиять на события. Страна находится в опасности. Следующий шаг Наполеона не вызывает сомнений. Вечером 23 августа Наполеон тихо садится на фрегат у Александрии с небольшой свитой, включая Бертье, Мармона, Ланна и Мюрата, и отплывает во Францию. Своей армии он оставляет лишь короткую прокламацию. «Вести из Европы заставили меня принять решение вернуться во Францию. Я оставляю генералу Клиберу командование армией. Войско скоро получит от меня известие. Сейчас я не могу больше ничего сказать. Мне потребовалось сделать большое усилие, чтобы оставить солдат, к которым я так сильно привязан». Генерал Клибер не в восторге от своего неожиданного повышения. «Он бросил нас с полными штанами дерьма», — заявляет он. «Когда мы вернемся в Европу, мы набьем ему морду». Но в Европу Клиберу так и не суждено вернуться. Следующим летом его зарезал в Каире молодой мусульманский радикал. Остатки французской армии в Египте сдаются англичанам в 1801 году, после поражения в битве при Александрии. Позднее они были репатриированы британским флотом в соответствии с условиями мирного договора. Экспедиция Наполеона в Египет дорого обошлась Франции. Ее цели, которые всегда были туманными и конъюнктурными, стали невыполнимыми после уничтожения французского флота при Абукире. И хотя в народном воображении экспедиция сохранилась надолго, за каждым лихим геройским поступком или романтической легендой скрывался момент безмерной жестокости и ужасных страданий. У экспедиции было одно положительное наследие. Незадолго до отъезда во Францию Наполеон был приглашен осмотреть каменную плиту, которую его войска извлекли из-под обломков при строительстве форта вблизи города Розетта.
На плите, датируемой II веком до нашей эры, был начертан некий указ. Уникально то, что один и тот же текст был выбит на дематическом письме, древнегреческом языке и египетских иероглифах. По условиям капитуляции французы должны были передать ее британцам. Поэтому сейчас розетский камень хранится в Британском музее. Спустя 2 десятилетия после повторного исследования камень оказался ключом к разгадке утраченного языка египетских иероглифов и произвел революцию в изучении Древнего Египта. Это и другие открытия французских ученых породили совершенно новую дисциплину – египтологию, изучение далекого прошлого Египта, которое продолжает восхищать и удивлять нас и по сей день. Пересечение Средиземного моря заняло у Наполеона 41 день, и он чудом избежал встречи с английскими кораблями. Уже дважды судьба благоволила ему. По пути он в последний раз посещает Корсику и город, где родился, прежде чем отправиться во Францию, чтобы сделать следующий шаг в своем удивительном восхождении к власти. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Виталу, Лорду Рету, Анжолу Балатулы, Риму Хасанову, Виктору Уманцу, Йозефу Божичу, Ивану Семкову, Джону Владимирову.